Кастомные геймпады 8-бит Pro 2 Special Edition. Мы уже делали обзор на беленький 8-бит, полный обзор. Сегодня будет такой более короткий обзор, потому что, в принципе, тестировать и показывать одно и то же я не совсем люблю. Я всего лишь объясню, в чем разница на канале Технозон. Так что поехали. Мы сейчас с вами на AliExpress. Говорю сразу, что они немножечко дороже, чем стандартный 8-бит. Разница только лишь в том, что они прозрачные, имеют другой корпус, имеют две резиновых накладки дополнительных. Ну, в принципе, на этом всем и заканчивается это самое отличие. Стоит он 59,99 в базовой версии. Конечно же, при добавлении туда вот этих вот аксессуаров, типа скоб, типа различных дополнительных этих вот накладочек резиновых. Что за резиновые накладочки, вы сейчас увидите на распаковочке, мы обязательно покажем. И стоит он в максимальной комплектации $69. Да, это не дешево. Но дело в том, что для тех, кто помнит, что это за геймпад, универсальный геймпад, который работает и на свитче, и на Raspberry Pi, и на винде X-Input, D-Input, и на андроиде, без каких-либо вообще проблем. То есть геймпад просто шедевральный, он мне настолько сильно понравился, не лишен своих недостатков, потому что кнопки необходимо будет, само по себе назначение кнопок, оно расписано просто так непривычно, B, A, X, Y, чуть по-другому, но при этом кнопки ремапятся. И существует приложение на PC, на Android, на iOS, которое позволяет, в принципе, ремапить эти кнопки, записывать макросы. Здесь есть двойные вибромоторы, которые, кстати, видно, вы их увидите тоже на распаковке. Здесь нет абсолютно никаких мертвых зон, есть дополнительные кнопки, кроме курков, двух курков, которые работают как курки, и двух вот этих вот передних R1 и R2, здесь есть очень много различных функций. Полный обзор на 8-бит лежит в описании под видео. У нас есть ссылочка на наш обзор, и, конечно же, ссылка на проверенного продавца, где мы брали эти кастомы, тоже лежат в описании под видео. Что они еще, они просто-напросто здесь показывают с простого 8-бит про макросы, про софт и про его совместимость рассказывают, потому что визуально практически ничем не отличается. То есть, я советую брать сразу со скобой. Что мы сделаем на текущий момент? Мы с вами подключим сейчас, их протестим на винде, именно те ли это контроль или не те, то есть фактически здесь не должно быть мертвых зон. Я его подключу к своему Android TV боксу, чуть-чуть пошпилю и в принципе могу делать выводы. Потому что вот именно вот этот вот обзор я советую смотреть на оригинальный 8-бит, который у нас есть. То есть там весь функционал там расписан. И конечно же, советую вам подписаться и нажать колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши самые интересные обзоры. Поехали! Ну что, кастомы подъехали. Вот 8-бит, это Pro 2 Bluetooth геймпады. Классные. Я уже делал обзоры. Это настолько универсальные штуки. Raspberry Pi, Steam, macOS, Switch, Windows, Android. И они реально крутые. Именно эти кастомы были... Так, стоп, а чем же нам их открыть, а? А вот и ножичек наш подъехал. У нас в студии там ремонт кое-какой идет. Поэтому ножички такие интересные. Блин, слушайте, вот полукруглые... Эти, это вообще уже нонсенс. О, открыли. По крайней мере, один открыли. Сейчас второй откроем. Это очень красиво. Потому что 8-бит мне в свое время так зашло. Эх. Давай. Ну, вываливайся. Не нужен. Вот они. Вы видели? С какими накладочками. Ох ты ж, красавчик-то какой. Они выпустили эту лимитированную серию. Так, в комплекте у нас кабель, инструкция, ну и в принципе вот такие вот штуки. Сам геймпад, он прозрачный. Смотрите, он полностью прозрачный. Здесь видны вибромоторы. И насколько вы помните, это действительно крутой геймпад. Вот в отличие от того же у меня King Kong есть, да, Pro 2 контроллер. Там расположение вот этих вот, это для более широкого охвата,
А это, конечно, уже для более такого компактного охвата и для другого типа игр. Но 8-бит Duo это прям вот топчик-топчик. Серьезно вам говорю. Я бы под него, конечно, еще скобу брал бы. Ну, смотрим. Так, аккумулятор есть. Все есть. Слушайте, ну классный. Давайте откроем. А, слушай, а вот это для чего эти штуки? Это накладки резиновые. Думаешь? Чтоб пальцы не скользили. Я думаю, это просто для красоты. Не скажи, я тебе скажу, я когда играл в шутеры на PS5, я брал накладки специальные тоже, резинки, потому что очень тяжело. Смотрите, какая прелесть. Вы видели? Так, мы их одели, смотрите, какая... Ух ты, слушайте, а как удобно, вообще пальцы не скользят. Это значит, о божечки, какая няшная фигня, дайте вот такую. Не, так и есть, я тебе серьезно говорю. Ну, переключатель режимов на месте, доп. Кнопки на месте, R2. Ну, здесь, конечно, не металлизированный, не пластик. Ну, слушай, мне нравится. Мне нравится. Да, заряжен. Прикинь, у него даже индикатор есть. Все, сейчас смотрим второй геймпад. И будем, ну как, тестировать особо нет смысла, потому что они абсолютно аналогичны 8-бит Duo оригинальному прошке 2, которую мы уже делали обзор. Поэтому мы так, чисто номинально их протестим. Вот черный, наверное, вообще смотрится, да? Сейчас. Ну, давай. А здесь точно такие же накладки. А вот черный вообще, смотри, как смотрится. Это просто огонь. Смотри, он весь прозрачный. Ты видел? Он не черный, он прозрачный, он просто тупо прозрачный. Класс, смотри, какая прелесть. Огонь. Огонь. Для тех, кто не знает вообще о нем ничего, то смотрите наш обзор. Потому что кроме внешнего вида и накладок, здесь отличий никаких нет. То есть здесь тоже есть такие же накладки. Ну, как бы, я не знаю, слишком контрастируют по цвету с геймпадом. Они как-то гармонично смотрятся. Да, тут нет. Ну ладно, давайте подключим, посмотрим, насколько они отличаются. На геймпад-тестер кинем, посмотрим мертвые зоны и уже во что-нибудь сыгранем, да будем делать выводы. Я подключил геймпад к компу. Подключил его через D-input, да, через что? Через X-input. Через X-input. Проверяем его через геймпад-тестер. Фактически это тот же самый геймпад. Мы ничего здесь нового не увидим. Курочки, здесь курочки. Все кнопочки работают. Они соответствуют раскладке Xbox. Крестовиночка работает. У нас работают вот эти вот стики без мертвых зон. Это настолько мизерные мертвые зоны, что их даже нет, их просто нет. Я 8-бит Duo, когда делал обзор полный, я был удивлен. Но я вам скажу так, что все-таки если выбирать между Кинг-Конгом и 8-бит Duo за их цену, допустим, тот же самый 8-бит Duo Custom, то я бы брал Кинг-Конг. Потому что, несмотря даже на то, что в 8-бит Duo есть скоба, да, это большой плюс. Здесь сменная батарея, это тоже большой плюс. Ну, в принципе, у меня нет цели вам показывать полные тесты, потому что, как мы уже с вами разговаривали, вы можете пойти и посмотреть их в нашем оригинальном обзоре. Но я вот просто сейчас через Xbox Game Center запущу тот же самый Майнкрафт, и вы увидите, что он полностью совместим. Потом идем на Android TV платформу. Запускаем Майнкрафт. Очень удобно то, что есть дополнительные вот эти вот кнопки, понимаете, которые программируются через специальную приложуху. То есть можно мапить все, что хочешь. Блин, вообще геймпад класснейший. Вот, пожалуйста, я сейчас играю в Майнкрафт в Xbox сессии. То есть не так, что просто Майнкрафт закачанный. То есть стики очень мягкие, очень легко следить за объектом. То есть, ну, как бы нет мертвых зон. Обычно, знаете, как проверяются мертвые зоны в таких случаях? Попробуйте выцелить или проследить за каким-то объектом. Ну, здесь он слишком мягкий. Знаете, к чему привык? Я привык к GameSiro. Там хоть минимальные зоны, но есть. И у меня автоматически палец корректируется на ход минимальной мертвой зоны самого GameSiro. То есть к этому еще нужно, к отсутствию мертвых зон еще нужно привыкнуть. Ну и, конечно же, выставить сенсивность самого геймпада. То есть, но я спокойно сейчас выцеливаю, там, допустим, свинюшку и могу не переживать за... Вот я... И могу не переживать за какие-то моменты. То есть вот я сейчас спокойно выцеливаю эту свинюшку. Видите, у меня нет провалов в мертвые зоны. Шедеврально, классно.
О, откуда у меня взялся вот этот, такая менюка взялась откуда-то. Ну, короче, ребят, это все дело работает. Ладно, я вам совместимость показал, я же говорю, не было у меня полной вот такой вот картины того, что я буду сейчас во что-то сильно играть. Просто для меня это геймпад, который просто работает. То есть смотрим вот этот вот мой обзор на 8-битду, который я уже делал. Теперь наша задача, конечно же, это Android платформа, совместимость. Выбираем здесь у нас буковку А, то есть мы выбрали здесь переключатель. Включаем его в Pairing Mode, у нас есть кнопка. Так, включили в Pairing Mode и попробуем добавить его в устройствах Bluetooth. Давайте смотрим, что у нас получилось. Так, Wireless Controller, это он что ли? Он так определился. Сейчас посмотрим. Да, он даже вибранул. Да, но в этом режиме он не работает у нас. Хорошо, давайте другой режим выберем. Так, контроллер мы подключили. Ну, будем пробовать. Будем пробовать сначала геймпад контроллер тестер. В принципе, он очень похож на то, что мы с вами увидим, ну, сам по себе контроллер. Видите, он определяется как Xbox 360 контроллер. Это то, о чем я говорю. То есть совместимость с Xbox обычно это совместимость с играми. И опять смотрим, что у нас практически нет мертвых зон. То есть вообще, я чуть-чуть вообще двигаю. Вообще даже вот на полградуса я сразу вижу, что оно сразу же передвигает. Это очень удобно. Все кнопки работают, курки тоже работают как курочки. Слушайте, ну отлично, отлично. Можем выходить и попробовать именно стрелялочку. А вот здесь вот, конечно, в космических стрелялках очень важно, чтобы у вас не было мертвых зон. Иначе вы абсолютно не сможете выцеливать ни в какие корабли. То есть, ну, фактически, с мертвыми зонами вы просто-напросто ничего сделать не сможете. Ой-ой-ой, какая у нас интенсивность сумасшедшая. Опять же, мне, как и в Майнкрафте, нужно будет привыкать к этому всему действию, потому что я привык уже на ход мертвых зон этого своего геймпада Геймсира. Ну, с двумя мы уже разобрались. Как бы тут вопросов нет. А ну иди сюда. Есть еще один. Слушайте, насколько классно целится, а? Насколько классно целится. Я вам советую посмотреть мой оригинальный обзор на эти геймпады. Именно, правда, там белая версия. Вообще так четко. Вы видели? Вы видели, насколько я их быстро вообще сейчас просто разнес? Чертовой матери, просто разнес. Ну, давайте следующую игру. Мне просто вот... Все-таки Special Edition, ну, идите по ссылкам, посмотрите разницу. Для меня разницы практически, я с простым 8-битду, разницы ну, с Pro контроллером, Pro 2 контроллером не вижу. Кроме вот этих вот фишек с накладками, кроме фишек с пластиком прозрачным и тому подобное. Опять же включилась совместимость в Shadowgun Legends, то есть есть у нас нормально работающие геймпады. Сейчас мы с вами попробуем, как будем целить на этом геймпаде. Да слушайте, я уже пробовал, но я не могу не попробовать именно эти кастом-версии. Просто не могу. Вот настолько они мне понравились. Вообще огнище. Так, нажимаем А. Ну, смотрим. Смотрим, что у нас сейчас получится, потому что в эту игру с мертвыми зонами играть нереально, просто нереально. И когда я, и когда я тестировал дешевые пеги, выпускал у себя обзор, то там была прям печаль печальная. Смотрите, как вообще четко. Я могу тречить врагов вообще отлично и очень-очень неплохо выцеливать. Главное, тречить их нормально можно. Ну, действительно. Как бы по этим геймпадам замечаний нет. Если вы считаете, что, знаете, как там есть некоторые, да, нафига ты так нахваливаешь, ребят, я ж уже показывал плохие геймпады. Например, вот PEGI 9156, 9129, там же просто печаль была, печальная. Я на одном ролик так и назвал «Тестируем нервы», потому что у меня действительно не хватило нервов. На самом деле на данном геймпаде ну, очень удобно играть. Я люблю такие геймпады из-за широкого размаха. Здесь, видите, здесь расположение вот этих два стика снизу, потому что для меня вот King Kong, он более интересен в плане функциональности, в плане записи макросов с автопилотом, хотя здесь тоже макросы есть, но при этом мне
Этот нравится по размаху руки. У меня достаточно большие ладони, да, и для меня более привычно. Так, поставили, все, сейчас быстро выйдем еще на площадь, там парочку пристрелим. Для меня более привычно работать с таким геймпадом. То есть это намного интереснее. Слушайте, нормально работает. То есть можно спокойно играть. Кстати, Shadowguns Legends на Android TV, на ТВ-боксах это прям вот такой вот консольного уровня игрушка. Давайте, пристрелили. Где там еще у нас, кто там? Вот кто там такой? Смотрите вообще, как четко тречится, а? Очень-очень четко. Давай вообще бочечку взорвем. Кто там у нас там такой умный? А, ну давай, иди сюда. Есть. Где там у нас еще один? Давай, иди сюда. Есть еще один. Есть еще один. Ребят, выхожу, резюмирую. Все, у меня слов нет. Ну что, в качестве резюме могу сказать следующее. Эти два геймпада, как и 8-бит-ду оригинальный, они имеют не то что право на жизнь, они после King Kong 2 Pro, они практически топчики, это топчики, то есть если выбирать два лучших геймпада из Китая, то я взял бы King Kong 2 Pro, для себя выделил бы как основной, а эти ну просто классные. Они просто классные, у них разница в посадке для рук, и что из этого выбрать, решать вам. Но то, что эти геймпады, я бы, честно вам скажу, брал бы белый, он более проще, по цене дешевле, и ссылка на него тоже лежит в описании под видео, но эти заслуживают внимания, особенно выглядят они просто сумасшедшие. Это для свитча больше классно будет подходить. Ну что ж, если нравится то, что мы делаем, ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз. С вами был Бабл на канале Технозон, пока.